Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами свяжем вот такой простейший вариант мешочка для хранения. Он настолько легко вяжется, что справится тут даже новичок. Я буду из пряжи Yarnart Jeans, вот здесь вот я ее подпишу. И использовать буду крючок номер 3,25. Но вы можете взять любую пряжу и подобрать под нее крючок. Но учтите, если вы берете пряжу потоньше и крючок поменьше, то ваш мешочек получится меньшего размера. Начинаем вязать с донышка. Так, берем ниточку, вот так оборачиваем на пальчик, заводим крючок вот в эту петельку полученную, захватываем ниточку и выводим ее через петельку, вот так. Затягиваем, затянули и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь находим первую петельку, вот она, прямо около узелка находим, заводим туда крючок, вытягиваем ниточку и делаем соединительную петельку. То есть вот эту петельку протягиваем через эту. Вот так сделали. Вот такое колечко у нас получилось. Теперь вяжем первый ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Это первый столбик. Всего в первом ряду у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Так, первый столбик. Вот эти вот 3 воздушные петли считаются за первый столбик. Теперь вяжем второй. Делаем накид, заводим крючок в серединку, вот в эту дырочку в серединку заводим сюда крючок, захватываем ниточку, вытягиваем, захватываем ниточку, через 2 петли протягиваем, захватываем и снова через 2 петли. Второй столбик готов. Теперь вяжем третий и будем прятать вот этот вот кончик под наши петли. Делаем накид, заводим крючок в серединку и под кончик, под эту ниточку вот сюда заводим крючок, и чтобы ниточка была над крючком. Заводим, все это дело придерживаем, захватываем ниточку и делаем снова столбик с накидом. Так, связали. Снова накид, заводим крючок в серединку и под ниточку, под кончик. Захватываем, вытягиваем, провязываем через 2 петли, через 2 петли. Вот так. 4 столбика есть, и таким образом вяжем до конца ряда еще 8 столбиков с накидом. И в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Вяжем самостоятельно и вот этот кончик прячем. Тогда вязали. Теперь нам нужно присоединиться вот к этому первому столбику. Находим 3-ю воздушную петлю, которую мы вязали. 1, 2, 3. И сюда внутрь заводим крючок. Не вот под эту дужку, а прямо внутрь, в серединку, чтобы было плотненько. Заводим, захватываем ниточку и делаем соединительный столбик. Сделали. Теперь начинаем вязать второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Это первый столбик. И во втором ряду мы будем делать прибавку в каждый столбик предыдущего ряда. То есть мы прибавим 12 столбиков с накидом, и в конце ряда у нас получится 24 столбика с накидом. Вот наш первый столбик предыдущего ряда. В него один столбик мы уже связали, и в него же, сюда же свяжем второй. Вот сюда заводим крючок, вот сюда, откуда у нас идут 3 воздушные петли, вот этот столбик, сюда заводим крючок и вяжем прибавку. Связали.
Теперь находим второй столбик. Вот он, второй столбик предыдущего ряда. Вот первый, а вот второй. Находим эту петельку, вот она. И сюда снова вяжем прибавку, то есть 2 столбика с накидом. 1 и 2. Находим третий столбик, вот эту петельку, и сюда снова делаем прибавку. И вяжите самостоятельно до конца ряда. В конце ряда мы встречаемся и будем вязать третий ряд. Второй ряд довязываем. Так, прибавка. И у нас получилось 24 столбика с накидом. Снова находим третью воздушную петельку в первом столбике. Вот она. Находим и делаем соединительный столбик. Ну-ка, ну-ка, давай. Давай-ка, давай. Так, сделали. И сейчас будем вязать третий ряд. Опять 3 воздушные петли подъема. И в этом ряду мы будем вязать 1 столбик с накидом, 1 прибавку, 1 столбик с накидом, 1 прибавку, и так до конца ряда. Так, 1 столбик у нас есть. Наши 3 воздушные петли считаются за столбик. Теперь находим вторую петельку. Вот она. Находим и сюда вяжем прибавку. Так, второй столбик сюда же. В третий вяжем просто столбик с 1 накидом, а в четвертый вяжем прибавку. Вот так. И таким образом чередуем до конца ряда. И в конце ряда у нас снова должно прибавиться 12 петель и получится 36 столбиков с 1 накидом. Довязываем третий ряд и заканчиваем на прибавке. Так, вяжем эту прибавку. Снова находим третью воздушную петельку и к ней присоединяемся. Вот так. Теперь будем вязать четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема. И в четвертом ряду мы будем вязать 2 столбика с накидом, прибавку, 2 столбика с накидом, прибавку и так далее до конца ряда. 1 столбик мы уже связали, второй столбик во вторую петельку, связали, и в третью петельку прибавка. 1, 2. Так, четвертый столбик. Так, 5 просто столбик. И в 6 петельку прибавка. И так далее вяжем до конца ряда. И далее встречаемся. Довязываем, заканчиваем на прибавке. И в этом ряду у нас получилось 48 столбиков с накидом. Снова находим третью воздушную петельку и к ней присоединяемся. Вот так. Теперь вяжем 5 ряд. Так, 3 воздушные петли подъема. И в этом ряду мы будем вязать 3 столбика с накидом, прибавку. И так до конца ряда. Так, первый столбик. Находим вторую петельку, вяжем второй столбик.
третью петельку третий столбик и в четвертый делаем прибавку. И таким образом вяжем до конца ряда. Далее донышко нужного вам размера вы будете вязать самостоятельно. Я думаю, суть тут ясна. В каждом следующем ряду количество столбиков между прибавками вырастает на 1 столбик. То есть вот в 5-м ряду мы вяжем 3 столбика с накидом и 1 прибавку. В 6-м ряду мы будем вязать 4 столбика с накидом, прибавку. В 7-м ряду получается 5 столбиков с накидом, прибавку. И так далее вяжете до нужного размера донышка. Так, я закончила вязать донышко. У меня получилось 6 рядов и 72 столбика в 6-м ряду. Приступаем к вязанию основного узора. Делаем 3 воздушные петли подъема. И в этом узоре, так как мы вяжем его по кругу, важно, чтобы число петель было кратно 6. У нас здесь как раз получается, что петли в любом случае делятся на 6. Так, начинаем вязать. Первый столбик есть, вот он. Делаем накид, пропускаем 2 и 3 столбик, заводим крючок в 4 и вяжем в него 2 столбика с накидом. 1, 2. Делаем 2 воздушные петли и снова сюда же, вот сюда же вяжем 2 столбика с накидом. Снова пропускаем 2 столбика и в 3 вяжем 1 столбик с накидом. Далее снова пропускаем 2 столбика, а в следующий, в 3 вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Вот что у нас получается. Снова пропускаем 2 петли, 2 столбика вот эти пропускаем, и в 3 вяжем 1 столбик с накидом. И вот таким образом, повторяя, вяжем до конца ряда. Ну вот, довязали первый ряд узора, закончили вот на таком элементе. И снова присоединяемся к 3 воздушной петле. 1, 2, 3. Присоединяемся. Теперь вяжем второй ряд узора. 3 воздушные петли подъема, накид, заводим крючок вот в эту дырочку, вот в эту вот, под воздушные петли, и вяжем точно такой же элемент вот сюда, в эту дырочку. Так, второй столбик, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Вот, теперь накид, и вот сюда вяжем столбик с накидом. Снова накид, и вот в этот элемент снова вяжем все то же самое. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли
и 2 столбика с накидом. Снова накид, и вот сюда вяжем столбик с накидом. Все то же самое повторяем до конца ряда. Далее вяжите самостоятельно на нужную вам длину, и пропорции цветов у вас могут быть совершенно любые. Я же буду вязать, как и в своем первом варианте, то есть половину одним цветом, половину вторым цветом. Вот. Я же дойду до смены цвета и покажу вам, как это сделать. До серединки у меня получилось 5 рядов узора. Вот. Теперь берем и снова присоединяемся к 3-й воздушной петле. Присоединяемся. Делаем 1 воздушную петельку и ниточку обрезаем. Вот так. Теперь крючок засовываем вот в эту дырочку, в 3-ю воздушную петельку, в нее же засовываем в эту же дырочку. Вот. Куда мы присоединялись, засовываем и оставляем изделие пока свободно висеть на крючке. А теперь берем ниточку другого цвета, снова оборачиваем ее на пальчик, таким образом заводим крючок и снова делаем петельку. Теперь эту петельку протаскиваем через эту дырочку, протаскиваем на лицевую сторону к нам. Вот так. Протащили. Цвет мы сменили. И теперь будем вязать вторую половину новым цветом. Также делаем 3 воздушные петли подъема. И продолжаем вязать все то же самое, но уже другим цветом. В моем случае, если в первой половине я вязала 5 рядов, то во второй половине я свяжу где-то 7. Но вы можете вязать и смотреть на глаз, как вам больше нравится. Вяжем самостоятельно и далее встречаемся. Я покажу, как вязать завязки. Заканчиваем вязать последний ряд. Снова находим 3-ю воздушную петельку, к ней присоединяемся, делаем воздушную петлю и обрезаем ниточку. Теперь нам нужно связать завязки. Для этого откладываем пока наш мешочек, берем ниточку. Так, делаем петельку и вяжем нужное нам количество воздушных петель. У меня это 100. Вы можете делать столько, сколько вам нужно, сколько вам подходит. Вяжем, довязали и ниточку обрезаем. На всякий случай можете оставить кончик побольше, если вдруг понадобится дополнительные петли набрать. Так, протягиваем крючок и получаем узелок. Пока сильно не затягиваем. И таких завязок у нас должно получиться всего 2 штуки. Вяжем вторую такую же. Теперь находим предпоследний ряд узора. Вот он. И находим самый первый столбик. Вот он, там, где у нас шли воздушные петли. И вот слева от этого столбика, вот в эту дырочку, вставляем завязку и протягиваем. Вот так. Протянули. Теперь вот этот элемент пропускаем
и слева от него вытаскиваем завязку. Теперь у нас идет столбик с накидом, и слева от этого столбика дырочка, и в эту дырочку снова протягиваем завязку. Вот так. Снова элемент, и слева от элемента вытягиваем. Таким образом вытягиваем, протягиваем до вот этой вот дырочки справа. Вот из этой дырочки наш кончик, вот этот вот, должен выйти. Вот что получилось. И теперь, если длина завязок устраивает, вот эти кончики ниточки можно затянуть и просто обрезать. Вот так. Обрезали. И вот эти вот два кончика просто связываем между собой вот в такой узелок. Вот так. Теперь вставим вторую завязку. Вот так вот складываем пополам мешочек, чтобы элемент был к элементу. Вот так. Вот таким образом пополам его складываем. И с левого края находим вот такой столбик. Единичный столбик. Вот он. С левого края. Находим его. И сюда от этого столбика, так же как и с той стороны, слева протягиваем в эту дырочку завязку. Вот так. Вот прям туда внутрь. Протягиваем. Снова пропускаем вот этот элемент. И слева от элемента вытягиваем. То есть повторяем все то же самое, что и с первой завязкой. И кончик должен выйти, получается, вот здесь. На этом мешочек готов, осталось только спрятать кончики. Для этого берем крючок меньшего диаметра, вот сюда, где-нибудь здесь, где у нас плотненько, заводим крючок, захватываем кончик и протягиваем. Снова находим следующую петельку и в нее протягиваем. И также для надежности вы можете сделать здесь узелок, чтобы она уж точно хорошо прикрепилась. То есть вот так вот берем и делаем узелок. И с петлями, точнее с кончиками изнутри, проделываем то же самое, но голубые кончики прячем под голубые петли, а персиковые кончики прячем под персиковые петли. На этом свой мастер-класс я буду заканчивать. Если вам все понравилось, вы можете поддержать меня лайком и подпиской. И всем пока!